Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Махараджа Александр, и моя драгоценная жена Арчена. Намасте. Арчена – ясновидящая из Индии, которая помогает нам получить божественное послание о важнейших событиях, которые происходят сейчас на Земле. В прошедших выпусках мы говорили о ситуации в Беларуси, мы говорили о том, что диктатор Лукашенко, его время в стране подошло к концу, о том, что старая власть, время старой власти уходит и приходят новые времена. Все происходящее в Беларуси волнует меня далеко не просто так. По своей крови на 25% я белорус. Мой родной дедушка Иван Антонович родом из Могилевской области. Поэтому это волнует меня и как русского человека, и как белоруса. К чему приведет смена власти в Беларуси, а именно касаясь российско-белорусских отношений? Приведет ли это к развороту в Беларуси в сторону Запада? Приведет ли это к разрыву отношений между братскими народами? Это важнейшие вопросы. Для всех вас, дорогие зрители, не секрет, что белорусская экономика, она полностью зависит от российской экономики. Полностью. И разрыв связи просто немыслим. Разрыв связи – это просто катастрофа. Поэтому, когда мы слышим голоса каких-то там комитетчиков, которых никто не выбирал, о том, что надо разорвать все связи с Россией, построить заборы, разорвать все военные блоки и повернуться НАТО и в ЕС, я думаю, что у большинства зрителей это вызывает полное неприятие и отторжение. Но давайте подумаем, ведь сейчас Светлана вынуждена укрываться в стране члене НАТО. И, конечно, она вынуждена какое-то влияние получать оттуда и транслировать это в мир. А что будет дальше? Что будет дальше, это огромный вопрос. И сейчас этот вопрос просто важнейший, потому что здесь идет речь и о России, и о Беларуси, о жизненных просто важных вопросах. Поэтому я сейчас спрошу Арчену, видит ли она, что новая власть действительно повернет на Запад, и чем это обернется для Беларуси прежде всего. Belarus with new government will turn off from Russia, will turn on to West. What do you see about this? The energies are indicating, and I see the energies will be moving more towards the west here. Я вижу, энергия указывает, что действительно будет поворот на запад. But there will be great consequences for this. Но будут очень большие последствия этого. And I see what are the events will be following. There will be some really great, some gravely events which will be happening to Belarus. Я вижу очень важные события, которые грядут в Беларуси. Because I see for the future energies, I see that there is a hopelessness when Belarus turns towards the west. They are hoping that they will help them in economic, in all in their country's growth, but this is a delusion. Я вижу, что страна действительно будет стремиться повернуть на запад, страна будет рассчитывать на помощь, но в ответ ждет безнадежность, в ответ ждет очень нехорошие процессы. And I also see that there will be a lot of disappointments and despair for Belarus. Я вижу, что будет огромное количество разочарования, отчаяния. And this vibration, what I'm sensing, it is very strongly similar energy to what happened to Ukraine when they trusted their Western ally, when they turned off from Russia. Their industries, their plants, everything, I mean, their economy was crashed in this way, and because they was hoping to have a better future with the West. And finally, they are in the stock energy
And I see the same energy here for the Belarus. Я вижу, что очень сходные процессы будут с тем, что происходило в Украине в последние годы, когда была огромная надежда на помощь Запада, разворот полностью, разрыв связи с Россией, и в результате обнищание, разочарование, безнадежность. And I see that Belarus will be left out in the cold, which means losing Russia. This is a major event which will affect them very negatively. Я вижу, что Белоруссия выходит в пространство одиночества, она отвернется от России, и будет ей в этом одиночестве очень тяжко. And losing Russia is very similar that you are on the tree and you are cutting the branch where you are sitting on. Разворот от России означает, сравним с сидением на суку дерева и отрубанием этого сука. But also the major thing which will be happening here is that I see inside the country, this is for the future, I see there will be a war, this will be a regional war which will be happening for the country. This is something very destined to happen in the near future. И я вижу, что, к сожалению, к огромному, внутри Беларуси будут региональные конфликты, войны будут. Именно из-за этого, из-за несогласия части общества с разворотом на Запад и с желанием других именно развернуть на Запад, будут происходить столкновения, войны. And this event which I said, which is destined to happen, I see inside the country there will be many conflicts will start to happen, and even more very major energy is that Belarus currently is only in the beginning of crisis now. Белоруссия сейчас только в самом начале кризиса, который будет длиться очень долго. And many events are waiting for them which they are not aware of, and I also see that the collective consciousness, they think that after changing the government, the current government, things will be settled down and things will be balanced, but this is not the truth here. Многие люди сейчас испытывают иллюзии по поводу того, что стоит только стряхнуть старую власть, придет новая, и быстро все успокоится, устаканится и войдет в нормальное русло. Но, к сожалению, это иллюзии. Разрушительные будут процессы происходить очень долго в Беларуси. And I see regarding this event which will be happening, I see there will be two groups of people here which will be completely in disagreement between each other. Я вижу, что вот по поводу этого разворота на запад или разворота на восток будет две разные группы, которые будут в мощном конфликте находиться друг с другом. So people really have to be really very careful because these things, it's like a hot spot in the world, can provocate really the bigger war here. So people should be really with a conscious awareness. They should choose things which is highly beneficial, not only for them but also to the neighboring countries and to the world. Люди должны быть очень внимательны и наблюдать все, что скрывается за простыми там словами чьих-то политиков, но видеть, что на самом деле происходит. And I see, since the energies has already turned towards the west. Я вижу, что энергия уже поворачивает в сторону Запада. And I see the European Union. I saw their intention, what is that really true intention towards Belarus. И мне было интересно, я запросила информацию у Бога, какая настоящая энергия, какие настоящие желания стран Европейского Союза в отношении Беларуси. And I see that they are really very pessimistic in regards to Belarus. Я почувствовала, что они очень пессимистично настроены в отношении Беларуси. At the current moment, they're playing their own propaganda machine here. They're playing the games. В настоящий момент они проигрывают свою машину пропаганды. Obviously, they have sympathy for people who has been wounded, who has been very abusive in the current situation. Да, они на самом деле сопереживают тем людям, которые были изранены, которые были избиты этим диктаторским режимом. But
things are not as they appear. Но вещи не такими, какими кажутся. It doesn't mean that European Union, they want Belarus to be an independent country and to grow in the power. Это No. вовсе не значит, что они хотят увидеть Белоруссию сильным независимым государством. Нет, это не так. And I see this gravely event which will be happening for Belarus is that the more they will turn towards the west, the country will go more into shambles, means they will lose their power, they will lose their creativity, they will really lose, I mean the country will be in the loss and in the crisis. Я вижу, что чем больше Беларусь будет поворачивать на запад, тем хуже будут у нее дела, тем больше она будет ввергаться в мощнейший кризис. And European allies are not the true allies of Belarus. И жители Европейского Союза это не настоящие друзья, не те, которые чувствуют себя по-настоящему близкими к белорусскому народу. And they never consider a Belarusian as one of them. И они никогда не рассматривали и не рассматривают белорусов как часть себя. And also I went even more deeper to see what will be the consequences. И я пошла дальше, и я посмотрела дальше, какие будут последствия. I see there will be a great manipulative and a great backstabbing on Belarus here. Я увидела, что будет огромная манипуляция и огромное предательство Беларуси со стороны европейских стран. And also the vibration of abuse. Abuse doesn't mean only physical abuse. Abuse can happen in many levels. So I see that European Union in the near future, the more the country will be turning to the west, I see there will be more of abuse here. It's also again the similar energies to Ukraine. What happened? This is a very abusive energy from the European Union. Я вижу, что энергия идет некая оскорбительная в отношении Беларуси со стороны Европейского Союза. То есть, по сути, то, что получила Украина, то же самое ожидает и Беларусь. And this situation is quite dangerous. Это довольно опасная ситуация. And I sense that the worst is yet to come. Я вижу, что будет энергия потери большая. And this is in regards to the turning to the west. И это связано как раз с поворотом на запад. And there will be relapse here. Будут потери. And there will be a lot of loss and sorrow, and relationship will be broken. Очень большая печаль, горе идет, разрыв многих отношений. So people should really think very wisely in this situation. Люди действительно должны очень мудро рассудить в этой ситуации. Think wisely not only for themselves but also to the people around them and to the country and to the neighbor countries. То есть не только о себе, но и об отношениях с соседними странами. Because this current situation which has taken place, this is a very significant for the long time crisis. То, что сейчас я вижу, то, что показывает ситуация, этот кризис будет на длительный период. So, and the divine information here is that for Belarusian people to really be dependent on themselves, to create more creativity in their country, to produce more of creative products in the countries. Для белорусских людей важно сейчас больше думать над созданием каких-то творческих новых продуктов внутри страны, новой продукции. Ну, мы понимаем, что сейчас Россия сама толкает, в общем, Белоруссию на запад, потому что официальные российские власти поздравляют Лукашенко с победой, хотя всем очевидно, что выиграла Светлана Тихановская с огромным просто преимуществом. И белорусский народ выходит на многомиллионные уже просто демонстрации, показывая свое волеизъявление. И сейчас бы, конечно, России самое время поддержать белорусский народ, высказаться честно, потому что именно в правде сила. Но вот, к сожалению, вместо этого западные страны поддерживают Беларусь. От этого может создаться впечатление, что туда и надо поворачивать. Но для тех, как говорится, у кого есть жизненный опыт, мудрость, знания, они прекрасно понимают, что там белорусская продукция никому не нужна. Там максимум, куда позовут, это драить туалеты в Польше. А
единственная страна, которая действительно испытывает братские чувства к белорусскому народу, и экономика прежде всего, экономика которой полностью переплетена с белорусской, это Россия. Поэтому, на мой личный взгляд, те, кто призывают Белоруссию повернуть полностью на Запад, они либо дураки, потому что просто не понимают, к чему они зовут, либо вредители, потому что хотят разрушения белорусского государства. Потому что, конечно, настоящее будущее белорусского народа – это единое пространство с российской экономикой. Прежде всего, экономика определяет нашу жизнь. Поэтому разрыв связей, любых связей с Россией – это разрушение для Беларуси. Поэтому людям в Беларуси, конечно, надо быть с высоко поднятыми головами, смотреть, кто куда их зовет. Это не значит ни в коем случае, что надо бояться перемен и оставлять Лукашенко, надо оставлять диктатора. Ни в коем случае. Я хочу еще раз пояснить, что то, что происходит сейчас в Беларуси, это как раз именно последствия 26-летней тирании диктатора, который привел к этому страну. Ни в коем его время вышло, его время исчерпано. Никаким образом его не нужно сохранять, и не надо даже этого пытаться. Нет, время его вышло, надо идти дальше. Но, конечно, надо очень внимательно следить за тем, что говорят лидеры, куда они зовут. Будущее белорусского народа, успех, созидание вместе с единым российским народом. Я хочу спросить Арчену, какую энергию она видит между Россией и Белоруссией? Darling, what energy you see between Russia and Belarus? I see, this is very interesting energy. I see that this energy which Belarusians and Russians which they share, this is not only sympathy between each other or empathy between each other. То, что я вижу между русским и белорусским народом, это даже нельзя просто назвать какой-то симпатией или эмпатией. This runs very deep in the DNA level. Это идет из очень глубины на уровне ДНК. It is so deep that it is highly impossible to separate these energies. Эту энергию ее невозможно разлучить. And also these energies which has been intertwined, they hold a very deep root, ancestral lineage between these two countries. Это энергия, которая идет из глубины веков, из глубины предков. Even though they will be, for the future, there will be more of anti-Russian propaganda. Даже если будет в будущем нагнетаться антироссийская пропаганда, this will only brainwash them on the conscious level. Это будет полоскать мозги. But only on the conscious level. Но только на уровне мозгов все это будет. But this image, this frequency which they hold deep in their subconscious pattern and deep in the DNA level, this cannot be changed. Но та энергия, единая энергия, которая глубоко в подсознании и на уровне ДНК, она не может быть изменена. Because this is come from one seed. Потому что это нации, то есть это одна нация из одного семени выросшая. And the same, the tree grows and it has different direction of branches. They can Когда дерево растет, ветви могут идти в разные стороны. But they hold the same roots. Но корни одни. And the way I looked into this collective consciousness of Russian people, how they really feel towards their brothers and sisters of Belarusian. Когда я смотрю на русских людей, на их энергию и то, что они испытывают к белорусам, these are very deeply intertwined feelings, and they have very deep this empathy. Я вижу, что очень глубоко все переплетено и очень глубокая симпатия, эмпатия к людям. And when I turned into the Western European countries, these energies completely opposite and they don't resonate. Когда я смотрю в европейские страны, то там энергия абсолютно другая, она абсолютно не резонирует с белорусами. And I don't see that there is this energy of home being. Я не вижу там энергии общего дома. And they feel like an outsider, like a stranger.
Они чувствуют белорусам как посторонним, как чужакам. And I see when I look into these two different energies, this is like two big contrasts. Когда я вижу эти две энергии, они очень контрастируют друг с другом. So losing Russia is losing the part of themselves which is very deeply ingrained in them. Потеря России – это все равно, что потеря самих себя, потеря своих основ. And there will be regret. I see there will be a lot of regret which will happen in losing Russia. Я вижу, что в процессе отворачивания от России потом будет очень много сожалений. And also I have received divine energies for the people of Belarusian is that they shouldn't take things really very serious based upon the actions of the Russian government. И то, что еще важную информацию я получила, что они, белорусы, сейчас не должны принимать близко к сердцу то, что говорят российские власти. This is just an official thing. Это только для официальности. Their connection towards the Russian is very deep, and this is a really very special connection, and they should keep this energy really very dear to their heart and not to come to this energy of hatred and Белорусам следует глубоко в сердце держать любовь к России и сохранять эти чувства от любых попыток их развернуть в какие-то другие стороны. Because of the governments, because of the official things. Потому что там что-то официальные власти сказали не так и так далее. No matter how far they will go after this, in the future, they will always be one family, brother and sisters. Неважно, как далеко заведет путь на Запад, все равно в конечном итоге именно с Россией Белоруссия будет братьями и сестрами. Ну что ж, сегодня мы получили очень важное сообщение от Арчены. Давайте ее поблагодарим. Поблагодарим. Спасибо, Арчена. Спасибо. О многом важном еще предстоит нам поговорить в будущем. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч на наших видео. Namaste.